Здравствуйте, друзья! Сегодня мы нарисуем осенние листья акварелью. Осень – прекрасная художница. Посмотрите, как она преобразила все вокруг, какие яркие краски она выбрала в свою палитру. Как вы думаете, какой самый любимый цвет осени? Напишите. Приготовим художественные материалы и поможем осени раскрасить акварелью осенние листья. Вы не найдете два одинаковых листочка, потому что каждый из них неповторим. Каждый имеет свою форму, цвет и размер. Простым карандашом, очень легкими, едва заметными линиями сделаем набросок. Сложные листья, например, кленовые, можно обвести, а можно попробовать изобразить его самостоятельно. Каждый лист находит свое место. Листья все разные. А вы знаете, каким деревьям они принадлежат? Это листья дуба. Мне очень нравится их форма. А это лист акации. Мы сейчас его нарисуем. А в центр листа прилетел тоненький, длинный лист ивы. Ой, немножко подправим. Уберем лишние линии. Еще нарисуем лист березы. Готовим палитру, выкладываем любимые краски осени. Желтый, лимонный, желто-горячий, алый, рубиновый, бордовый, оранжевый, зеленый, светлый и темный, охру. Посмотрите, какая красота! Совершенство и красота природы просто потрясает и завораживает. Рисуем в технике акварель по мокрому или по сырому, а это значит, что нужно обязательно увлажнить, подготовить бумагу. Чистой водой, как осенним дождем, умоем, увлажним наши листья. Подарим листьям золотой цвет. Понаблюдайте, как желтая, оранжевая краска легко путешествуют, вливаются, перетекают, разговаривают, взаимодействуют. Смело экспериментируйте и обязательно попробуйте порисовать в этой технике. Процесс очень творческий, увлекательный, непредсказуемый и интересный. Хочется подчеркнуть прозрачность акварели, поэтому я беру не очень насыщенные цвета. В палитре они разбавленные водой. Во время прогулки, если захотите, вы можете собрать целый букет листьев, которые вам понравятся по форме, по цвету. Обязательно их внимательно рассмотрите и постарайтесь передать красоту и уникальность каждого листочка в своем рисунке. Хочу сделать акцент на том, что в технике по мокрому или по сырому нужно работать быстро, пока влажная бумага. В этом весь секрет. Пока бумага влажная, сырая, краски путешествуют легко и свободно. В работе я использую кисти разных размеров, и тонкие, и толстые, и средние. Второй листик дуба нарисуем охрой. Кончиком кисти прорисуем контур, прожилки, подчеркнем структуру и особенности строения каждого листа. Казалось бы, ну что особенного? Обыкновенные, простые осенние листья, которые шуршат под ногами. Возьмите любой листочек, который вам понравится, рассмотрите его внимательно, и вы убедитесь, что это совершенство. Природа, которая нас окружает, прекрасна. Нужно только научиться это замечать. Смотрите на мир глазами художника. Наполняйте себя красотой.
Вот такие осенние листья мы нарисовали акварелью по-мокрому. Добавим немножко брызг тепла и солнца. В королевстве графики живет прекрасная принцесса Линия. Она подарила мне линеры, которые пишут тонко и толще, а еще гелевые ручки и маркеры. Теперь можно дополнить наш рисунок декоративными линиями, чтобы он стал еще более выразительным. Рисунок наш высох, бумага не влажная, и мы можем смело рисовать. Такие графические упражнения не только интересны, но еще и очень полезны. Они развивают ваш глазомер, укрепляют мелкие мышцы руки, кисти, а это очень полезно. Посмотрите, как линии проявляют индивидуальные особенности строения листа, как бы дополняют наш рисунок, делают его более выразительным, интересным. Вы можете повторить, сделать как я, а можете придумать совсем по-другому. Осенние листья можно вырезать из цветной бумаги, слепить из пластилина или соленого теста. Можно нарисовать их карандашом или гуашью. Можно сделать коллаж. Можно сделать витраж, аппликацию. Можно сделать гербарий. Можно даже сделать пряники и печенье в форме осенних листьев. Любое проявление творчества и вашей фантазии будет очень полезным. Скажу вам по секрету, что рисовать, творить, лепить, вырезать одному хорошо, а вместе с другом, с сестрой, братом, подругой намного веселей. Поэтому собирайтесь вместе и творите вместе, если, конечно, захотите. Если вы устали, вы можете остановиться, а я немножко еще добавлю нашему рисунку прохлады, осеннего настроения. Прозрачной, нежной акварелью под листиками я проложу тени. Осень – прекрасное время года. Она дарит нам яркие краски, вкусные плоды. Осень немножко грустное время года, потому что природа готовится к долгому зимнему сну. Мы сегодня с вами рисовали яркие осенние листья. Надеемся, что вам было интересно и полезно. Не забудьте написать комментарии, присылайте свои рисунки, делитесь своим творчеством. Осенний дождик умывает наши листья. За окошком осень. Мы благодарим вас за внимание. Спасибо, что вы рисовали вместе с нами. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши встречи. А сейчас мы с вами прощаемся, друзья. До новых встреч. До свидания.